Эта корова несколько дней напрочь отказывалась от еды и воды, долго кружа у старого загона. Когда фермер решил проследить за ней, он даже не догадывался, чем закончится эта прогулка и каким шокирующим открытием. Эта история произошла 26 мая 2024 года в деревне Кинерма, Республика Карелия. Все началось в обычное утро четверга. Пожилой мужчина по имени Федор Кузьмич вышел часов в 6 утра кормить скот на заднем дворе. Он живет в таком дне сурка уже много лет. Проснулся и, даже не умывшись, сразу идет к животным. Но сегодня он внезапно заметил, что его корова по кличке Дуняша ведет себя очень странно. Всегда спокойная и добрая любимица Федора, в этот раз она была какой-то нервной. Ходила вокруг загона, мычала и, не отрываясь, смотрела в сторону леса. Попытки покормить ее не увенчались успехом. Она будто даже не замечала еду, продолжая тихо мычать в сторону чаши леса. «Ничего страшного, пройдет. Черт его знает, что у этих коров в башке», — решил Кузьмич. Но на следующий день все стало только хуже. Корова уткнулась в Федора и, будто зовя за собой, пыталась увести его с пастбища, тянула за одежду и толкала. Федор вызвал ветеринара, но тот осмотрел животное и лишь пожал плечами. Да все с ней хорошо, температура в норме, дыхание ровное. Федор только нахмурился. Да что тебе нужно-то от меня? Утром Кузьмич, как всегда, справился с делами и подошел к Дуняше. Она все так же стояла на том же месте. Увидев хозяина, корова снова схватила его зубами за одежду и начала еще сильнее выталкивать с пастбища. «Ладно, фиг с тобой, показывай», — сдался Кузьмич, открыл загон и пошел за ней. Они шли долго. Сначала по знакомой тропинке, затем через густые заросли, куда Федор не заходил годами. Прошло минут 30, прежде чем они подошли к оврагу. Сверху ничего не было видно, но корова стала громко мычать и указывать мордой вниз. Федор подошел к краю и посмотрел на дно. «О, мать моя женщина, что же это такое?» — выдохнул он. В грязи лежал старый кожаный чемодан, потертый, с ржавыми защелками. Выглядел он так, будто пролежал здесь давно, но вокруг виднелись свежие неровные следы, будто кто-то сильно спешил. Кузьмич спустился и дрожащими руками стал открывать защелки. Внутри оказались 3 маленьких щенка. С первого взгляда обычные дворняги. Они были слабыми, едва двигались и тихо поскуливали. Но самое главное — были живы. Рядом с ними лежало мокрое письмо. Видать, щенки сходили в туалет прямо в чемодане. Федор едва смог разобрать написанное. В записке были указаны координаты и короткая просьба о помощи. Человек писал, что попал в беду неподалеку, не может выбраться и оставляет щенков в надежде, что их кто-то найдет. Кузьмич тут же достал телефон и стал звонить в полицию и МЧС. Спустя пару часов на место прибыли спасатели. По координатам из письма начались поиски. Все это время Кузьмич стоял рядом с Дуняшей, держа в руках коробку со щенками, и не мог отвести от коровы изумленного взгляда. Позже стало известно, что человека действительно нашли. Он был исхудавшим, еле живым, попал в капкан, но выжил. Его срочно отвезли в больницу. Щенков вылечили, и они остались на ферме у Федора, помогая ему со скотом. А благодаря Дуняше их жизни больше ничего не угрожает.